Алексей, ты выдвинулся в президенты, а агитировать как будешь? Цензура же везде, никто тебя просто не услышит. Такое мне сказали, ну, может быть, миллион раз, поэтому эксперимент. Давайте я прямо сейчас попробую сагитировать один очень крупный город. А вы, пожалуйста, досмотрите до конца и сами мне потом скажите, получилось ли у меня хоть немного. Итак, переносимся в Нижний Новгород, пятый по величине и один из ключевых промышленных городов России. Здравствуйте, дорогие нижегородцы. К сожалению, сейчас дела в Нижнем не очень. Этот прекрасный город доведен до того, что стал одним из самых бедных миллионников России. Доля малоимущего населения 64%, то есть более половины жителей могут позволить себе только товары первой необходимости, больше вообще ничего. За чертой бедности с доходом менее 9 тысяч рублей каждый 10-й нижегородец. Даже городской транспорт в Нижнем Новгороде перестает работать под Новый год, потому что его за долги отключили от энергопитания. А чиновники здесь официально надеются, что зима будет малоснежной, поскольку у них нет денег на уборку снега в бюджете. Теперь обращаем наши взгляды на мэра Нижнего Новгорода Ивана Николаевича Корнилина. Как и положено, это член Единой России. Как и положено, он рассказывает нам, что всю свою жизнь посвятил Отечеству. Он непрерывно избирался в городскую думу на протяжении 22 лет, аж с 1994 года. И как и положено высокопоставленному представителю путинской власти, это потрясающий патриот, ведущий скромнейший образ жизни и презирающий те ценности, которые навязывает нам Запад. Вот он рассказывает, что любимый его отдых на речке, в бане или на лыжах под Нижним Новгородом. Хвастается тем, как непрерывно общается с населением. Отчитывается, что поставил аж 4 лавочки на проспекте Ленина. А вот деятельный мэр и депутат нашел средства, чтобы купить 1000 пасхальных куличей и раздать их старикам. Ну и пока счастливчики доедают куличи, розданные щедрым мэром, мы совершим действие возмутительное и даже просто оскорбительное для каждого путинца и единоросса. Я беру фамилию мэра Нижнего Новгорода и вбиваю ее в реестр собственников жилья в Майами, штат Флорида. И, пожалуйста, сразу находится некая Альбина Корнилина. О, мы помним это имя. Оно упоминалось в интервью нашего мэра-патриота. Он сообщил, что уже 35 лет счастливо живет в браке с Альбиной Ивановной Корнилиной, с которой у него 2 детей и 2 внуков. Взрослый сын Николай и дочь Ирина тоже, по словам Корнилина, работают на госслужбе. Мы видим, что Альбина Корнилина 5 декабря 2013 года, ровно 3 года назад, покупает за 824 тысячи долларов квартиру номер 1908 в жилом комплексе прямо на берегу Атлантического океана. Давайте посмотрим на квартиру повнимательнее. Она вот в этом доме, самом высоком и на первой линии. 42-этажный жилой комплекс. Жителям доступны свой прогулочный пирс и пляж, бассейн, бильярдная и даже парковщик автомобилей. Вот фото и план именно этой квартиры. 2 спальни, 2 ванных комнаты, большой балкон, панорамные окна. Ну погодите, скажете вы, мало ли Альбин Корнилиных на свете? Это же наверняка тезка жены мэра Нижнего. Отвечаю. Во-первых, Альбин Корнилиных действительно мало. А во-вторых, в документе на американскую квартиру указан наследник покупателя, некая Овчинникова Ирина Ивановна, которая проживает в Нижнем Новгороде. Указаний на нашего мэра-единоросса становится уже так много, что мы делаем последний шаг и уже в нашем родном Росреестре заказываем выписку на квартиру, которую сам Корнилин указывает в своей декларации. У нее впечатляющий размер, почти 300 квадратных метров, и числятся там следующие собственники. Корнилин Иван Николаевич, глава Нижнего Новгорода. Его жена Корнилина Альбина Ивановна, полная тезка, покупательница недвижимости в Майами. Его дочь Корнилина Ирина Ивановна, сменившая фамилию на Овчинникова, то есть полная тезка наследницы недвижимости в Майами. Доказывается это очень легко. Посмотрите на эту старую фотографию семьи Корнилиных. Девочке на фото лет 10-12. А теперь на эту фотографию соцсетей. Узнаете мадам в леопардовом платье? Этот снимок мы нашли в профиле Ирины Овчинниковой из Нижнего Новгорода. Она в 2012 году вышла замуж и сменила фамилию.
Итого получается, что дамы-покупательницы американской недвижимости живут в России в одной квартире с мэром Нижнего Новгорода Иваном Корнилиным. Поэтому давайте заканчивать эти игры в полных тезок. Очевидно, что американская квартира принадлежит семье мэра Нижнего Новгорода. Думаете, это все? Да ни в коем случае. Это у единоросса, управляющего небольшим городом, может быть, одна квартира в Майами. Но наш-то герой командует аж Нижним Новгородом. Переносимся в 2014 год, когда семья Корнилиных уже счастливые обладатели первой квартиры с видом на океан. Тогда, весной 14-го, международная обстановка накаляется, начинается война на востоке Украины, и теперь уже секторальные санкции. Все говорят о начале буквально новой холодной войны. Настоящий единорос, следуя линии партии на патриотизм и импортозамещение, должен был бы быстрее продать квартиру во вражеском Майами, купить домик на Черном море и помогать отстаивать геополитические интересы. Что же происходит в нашем случае? Ровно в тот день, когда над востоком Украины сбивают малазийский Боинг, и уже действительно начинается холодная война с Америкой, Альбина Корнилина покупает за 1 миллион 100 тысяч долларов США еще одну квартиру в Майами в этом же доме. Квартира дороже и, соответственно, больше. Общая площадь 159 квадратных метров. Там также есть 2 спальни, 2 ванные комнаты, 2 балкона и прекрасный вид из окна. Представляете, как хорошо тут жить и думать о том, какие еще льготы срезать с жителей Нижнего? Ну или о том, сколько автобусных маршрутов нужно отменить этим ленивым нижегородцам, не желающим ходить пешком. Я уверен, что именно прохладный океанский бриз навевает мэру Корнилину отличные идеи о том, как власть может объяснить жителям, почему они должны жить еще хуже. Вот лично мне ужасно понравилось, как коллега Корнилина недавно сказал об отмене проездных билетов. Льготник уже не контролирует себя, выбирает себе маршрут, как ему удобно, перемещается как ему угодно. Это неразумно, и за это транспортное предприятие несет убытки. Возмутительно. Плохой льготник ездит где хочет. Ходи пешком. Тогда убытка государственным предприятиям не будет, а квартира в Майами станет еще больше. Подведем итоги. Супруга главы Нижнего Новгорода в 2013 и в 2014 годах покупает в городе Майами, США, 2 квартиры общей стоимостью почти 2 миллиона долларов или 130 миллионов рублей. Огромная сумма. В Нижнем Новгороде можно купить около 60 хороших квартир на эти деньги. Причем американские квартиры покупаются за наличные, никакой ипотеки на них не зарегистрировано. Нигде нет никакой информации о том, что жена Корнилина или его дочь занимаются крупным бизнесом, имеют значительный официальный доход. А сам Корнилин, как я уже говорил, 22 года был городским депутатом, а сейчас мэр. Его официальный доход за 2015 год составляет 4,7 миллиона рублей. То есть вопрос о том, где семья мэра раздобыла 130 миллионов рублей на американские покупки, вразумительного ответа не имеет. Хотя мы можем догадываться. Интересно, что в последней декларации Корнилин свою жену не указал. Удивительно, ведь совсем недавно он рассказывал в интервью про их крепкую дружную семью. Может быть, это фиктивный развод, может быть, прямое нарушение правил декларирования. Мы направили в мэрию запрос, но содержательной информации не получили. Зато обнаружили, что чиновники начали судорожно удалять информацию о семейном положении Корнилина с официального сайта. Вот смотрите, до нашего запроса было: женат, воспитывал сына и дочь. После информация полностью удалена. А знаете, что еще занятно? Мы по реестру Майами можем даже посмотреть, сколько налогов заплатили Корнилины в американскую казну. За годы владения недвижимостью они перечислили властям США около 76 тысяч долларов или почти 5 миллионов рублей. Реестр позволяет нам даже увидеть даты, по которым налоги выплачивались. Вот смотрите, последний платеж от 3 ноября 2016 года, то есть месяц назад. Я могу просто поспорить, что налогов в России или тем более в родном Нижнем Новгороде они платят на порядок меньше. Вообще, даже интересно, как это происходит. Вот сидят единороссы на партсобрании, слушают последнее послание Путина, принимают резолюцию, что враг не пройдет. Ответим на санкции тем, что затянем пояса и отменим в Нижнем Новгороде льготы на проезд. Проголосовали, отменили ради победы над Обамой и Трампом. А потом встает такой мэр Корнилин и говорит однопартийцам: ладно, мужики, мне пора, нужно еще в банк заскочить, перевести налоги. 1 миллион рублей в муниципалитет города Майами. А мужики ему отвечают: да-да, Николаевич, иди.
Нам всем пора налоги платить. Кому в США, кому во Францию, кому в Швейцарию. Вот это, друзья, и есть моя агитация. Путин у власти уже 17 лет и через год хочет переизбраться еще на 6. То есть править 24 года, опираясь именно вот на таких Корнилиных. Это же не исключение, а правило. Если мы легко нашли недвижимость мэра в Майами, то при малейшем желании ее нашли бы и спецслужбы, и администрация президента. Только они не хотят искать, потому что у всех есть такое. Потому что путинские чиновники относятся к России как к месту заработка. А для своих детей они хотят лучшей доли, под которой понимают обеспечение деньгами за границей, недвижимостью за границей, да и гражданством тоже. Я полностью отдаю себе отчет, что многие считают вот это все нормальным. Ну, раз в Кремле сказали, что так надо, то пусть так и будет. И мэр города, где каждый 10-й за чертой бедности может тайком покупать себе квартиры за границей по $1 000 000. Я же иду на выборы, представляя тех, кто так не считает. Поэтому ваше голосование на участках – это не просто за Навального или за Путина, а это выбор направления. Хотим ли мы настоящей борьбы с коррупцией и незаконным обогащением, как это предлагаю я, написав даже нужные для этого законопроекты? Или оставим все как есть, потерпим еще 6 лет. Пусть Николай Иванович Корнилин обеспечит себе за наш счет комфортную старость, а его внуки станут, хотя, я думаю, уже стали, гражданами США. Ну а жители Нижнего Новгорода, ну пусть наслаждаются каждым из 1000 пасхальных куличей, которые мэр подарил городу. И каждый из 4 лавочек, установленных на проспекте Ленина, которыми так гордится мэр Корнилин. Если что-то из того, что я сейчас сказал, кажется вам правильным, то у меня есть 3 простые просьбы. Первое. Помогите распространить этот ролик, особенно в Нижнем Новгороде. По телевизору такого не покажут. Второе. Зайдите на мой сайт и оставьте свою электронную почту, чтобы потом поставить подпись за мое выдвижение кандидатом в президенты России. Ну и третье. Подписывайтесь на наш канал, здесь говорят правду.